Ребята, всем привет! Вы на канале Электробокс, и меня зовут Сергей Тимофеев. Сегодня я нахожусь в одном из самых живописных парков Шанхая. Но сегодня я не один. Со мной здесь новинка от компании NextDrive электросамокат N4S. Присаживайтесь поудобнее, а я вам расскажу, какие плюсы и минусы у этого самоката и чем он отличается от такого популярного электросамоката, как Xiaomi Midea M365. Ну а прежде чем я вам расскажу про электросамокат, я вам сначала немного расскажу про саму компанию NextDrive. NextDrive — это та компания, которая вместе с Jack Hart примерно 3 года назад стала выпускать первые в мире карбоновые электросамокаты. Да-да, те самые легкие, которые весят 7 килограмм и которые разошлись по всему миру. На волне популярности карбоновых электросамокатов от компании NextDrive другие фирмы тоже стали производить карбоновые электросамокаты. Потом они стали металлические, стали лепить на них наклейки NextDrive, но это не настоящий NextDrive, а просто уже другие фирмы пытаются их скопировать. Последней новинкой от компании NextDrive был электросамокат ND7, который вышел в 2018 году. Там был невероятно просто наикрутейший дизайн, но дизайн сыграл злую шутку, и самокат оказался не очень удобен. Из-за того, что рулевая стойка находилась не по центру, руль был несимметричный. С одной стороны он был намного длиннее, чем с другой стороны. Из-за этого поворачивать на электросамокате было крайне неудобно, и модель не выстрелила, как они того хотели. И вот буквально несколько недель назад компания NextDrive представила новинку под названием N4S, которая призвана составить конкуренцию столь популярному электросамокату от компании Xiaomi Midea M365. Без приставки Pro. Составить конкуренцию первой версии. Почему первой версии без приставки Pro? Потому что новинка от NextDrive имеет практически идентичные характеристики, как и электросамокат Xiaomi Midea M365. Первое, что стоит отметить, это, конечно же, дизайн электросамоката. По моему личному субъективному мнению, это один из лучших дизайнов в 2019 году. Самокат выполнен в минималистичном стиле, и единственный тросик, который здесь будет виден, это тросик тормоза, который будет уходить в рулевую стойку, выходить снизу и идти к тормозу. Так же, как и электросамокат Xiaomi Midea, NextDrive N4S поставляется в разборном виде, а точнее рулевую колонку необходимо будет прикрепить к рулевой стойке. Для этого у вас будет 4 винтика и небольшой ключ, который будет идти в комплекте. Я не буду делать распаковку перед вами, потому что в коробке, кроме электросамоката, было только зарядное устройство. Самокат новый, и компания еще даже не успела сделать инструкцию к этому электросамокату. Но его характеристики мне уже известны, и сейчас я вам их перечислю. Итак, я взял в руки телефон, потому что характеристики у меня здесь. Чтобы случайно не ошибиться, я их буду читать с телефона. Начнем мы с того, что здесь написано вес примерно 12 килограмм. Точный вес они не смогли указать, но я его взвесил. Электросамокат весит 12,5 килограмм ровно. Следующее, что нас ждет, это максимальная скорость. Она указана в 26 километров в час. Покатавшись на этом самокате, скажу вам, что это достижимо, но сложно. Максимум, что мне в основном удавалось выжить, это 25 км в час. 26 в редких случаях, и то на пару секунд буквально. В деке электросамоката у нас находится аккумулятор 36 вольт, 7,8 ампер-часов, как и в первой версии электросамоката Xiaomi Midea. Максимальная нагрузка составляет 100 кг, максимальный угол подъема 15 градусов. По заверению производителя, мотор стоит 350 Вт, но забегая вперед, немного скажу, тянет он как на 250. Очень похоже на первую модель от компании Xiaomi. Я бы не сказал, что здесь 350, тем более максимальную скорость, которую мне удалось набрать, это 25 км в час. Колеса здесь, как и у Xiaomi, 8,5 дюймов на 2 дюйма, надувные, что спереди, что сзади. Ну и в завершении ко всему также имеется дисплей, передняя, задняя подсветка и ручной тормоз. Давайте я быстренько пробегусь по электросамокату. Ширина руля у нас составляет 48 сантиметров, ширина у Xiaomi 44 сантиметра. Но у новинки от компании NextDrive есть здесь небольшой плюс. Одну из ручек можно открутить буквально за несколько секунд, и тогда ширина руля уменьшится на 10 сантиметров. В таком виде транспортировка, скажем, в автомобиле или в автобусе будет удобнее. Как часто вы будете это делать? Без понятия. У меня были такие самокаты, я никогда не складывал руль или не откручивал ручку. С правой стороны у нас также есть курок газа, он немного туговат, если мы сравниваем этот самокат с самокатом от компании Xiaomi. И на длинных дистанциях, скорее всего, палец у вас будет уставать давить на этот курок.
Потому что один из минусов этого электросамоката от компании Next Drive — у него отсутствует круиз-контроль. Посередине руля у нас также идет дисплей, который отображает скорость, заряд батареи и включили вы подсветку или выключили. У новинки от компании Next Drive есть два режима скорости. Это эко и обычный режим. На обычном режиме электросамокат может разгоняться до 25 км в час, а на эко-режиме до 18 км в час. Если мы с вами будем сравнивать дисплеи двух электросамокатов Xiaomi Mi Dia и Next Drive N4S, то и у того, и у другого есть один плюс и есть один минус. У электросамоката Next Drive дисплей может отображать скорость. Это, безусловно, огромный был минус первой версии электросамокатов от компании Xiaomi. Ну а минус дисплея в том, что он не такой яркий. Его практически не видно. Что касается Xiaomi, там видно дисплей хорошо, но он не отображает скорость. У Next Drive сами грипсы сделаны из пенорезины. Здесь есть как плюс, так и минус. Плюс в том, что они более мягкие и более удобные. А минус в том, что пенорезина не такая долговечная, как резиновые грипсы. Сама рулевая стойка электросамоката не телескопическая. От деки электросамоката до самого руля высота составляет 98 сантиметров. Производитель обещал выпустить сиденье для этого самоката. И вот здесь бы телескопическая рулевая стойка очень помогла. Потому что если мы стоим и нам удобно держать руль, то когда мы сядем, вполне что руль будет находиться немного в неудобном положении, и хотелось бы его сделать ниже. С левой стороны идет уже рычаг тормоза. Звоночка здесь, к сожалению, нет. Но зато по 6 сантиметров с каждой стороны есть расстояние, куда вы уже можете установить стойку для телефона или, скажем, тот же самый звонок. По поводу качества лакокрасочного покрытия. Оно здесь на высоком уровне, но не на таком высоком, как у компании Ninebot или у компании Xiaomi. Самокат новый, но уже видны небольшие сколы, хоть они и еле заметны. На электросамокате Next Drive N4S отсутствует как передняя, так и задняя амортизация. То же самое и с электросамокатом от компании Xiaomi Mi Dia M365. Здесь мы видим такие же колеса, но что я заметил, какие плюсы? Это то, что крылья здесь намного больше. Переднее крыло покрывает большую поверхность, и заднее крыло намного больше. Оно полностью закрывает заднее колесо, а это означает, что брызги точно не будут лететь. Складной узел у электросамоката Next Drive сборный. Он идет из нескольких частей и скреплен болтами. Ну а далее у нас идет сам механизм складывания. У него есть как свои плюсы, так и свои минусы. Он просто другой. Вообще практически у каждой модели электросамоката свой механизм складывания. И есть как отличные решения на рынке, так и спорные. Для того, чтобы разложить электросамокат, нам необходимо поднять рулевую стойку, далее тянем вверх за язычок, заводим его за кнопку, которая предохраняет самокат от складывания, и все, можно ехать. А для того, чтобы сложить, также необходимо отжать кнопку, опустить язычок вниз и сложить. Но это не все. Если вы хотите переносить электросамокат в сложенном состоянии, необходимо проделать то же самое заново. Так как здесь нет специального крепления, чтобы рулевая стойка цеплялась за крыло, как на многих моделях электросамоката. Порт зарядки находится спереди, сверху. Мне лучшее решение, мне нравится, когда на электросамокатах порт зарядки находится сбоку деки и в задней ее части. Какой порт лучше, у Xiaomi или у Next Drive? Они одинаково тупо расположены. Мне не нравится как у Xiaomi, так и у этой новинки. Еще один интересный момент – это задняя подсветка. У новинки от Next Drive задняя подсветка сделана двумя габаритами сзади. И это выглядит круче, нежели чем один на заднем крыле. Здесь есть еще и фрикционный тормоз, что является, безусловно, большим плюсом, если мы сравниваем две модели. На заднее крыло от электросамоката Xiaomi нельзя наступать, оно может сломаться или может повредиться провод, который питает задний габарит. На крыло от электросамоката Xiaomi наступать можно и даже нужно, так как это фрикционный тормоз. И это круто. Я, катаясь на многих моделях электросамокатов, заметил, что фрикционный тормоз, если вы им научитесь пользоваться, когда вы впервые начинаете пользоваться электросамокатом, то это не совсем привычно.
нажимать на заднее крыло, чтобы затормозить. Со временем, привыкнув к этому, становится намного удобнее пользоваться двумя типами тормоза одновременно. Так что хотелось бы заметить, что наличие фрикционного и ручного тормоза – это, безусловно, плюс, потому что, научившись пользоваться и тем, и другим, сначала это будет немного неудобно, вы поймете, насколько легче стало контролировать процесс торможения. Он будет более плавным. Давайте я вам еще немного расскажу про деку. Здесь дорожный просвет, если сравнивать с электросамокатом Xiaomi, меньше на 2,5 см. Если у электросамоката Xiaomi он составляет 9 см, то здесь 6,5 см. Но, тем не менее, это не мешает электросамокату легко проходить стандартный лежачий полицейский. Так как дорожный просвет у нас меньше, да и сама дека уже, получается, что она расположена намного ближе к земле. И в этом есть, безусловно, плюс. Потому что если вам необходимо проехать небольшое расстояние, скажем, всего лишь метров 15, но вы не хотите катить самокат, а хотите несколько раз оттолкнуться ногой, то чем выше дека, тем сложнее это делать. Что еще хотелось бы вам рассказать про деку? Давайте повернем самокат и посмотрим на него снизу. Так. Поставил самокат на бок, чтобы вам было видно нижнюю часть деки. Здесь крышка железная, и это, безусловно, плюс. Если вы помните, на электросамокатах от Xiaomi она пластмассовая, ее легко повредить. Здесь это будет сложнее. Если прыгать с бордюра, единственное, что здесь может повредиться, это подножка, потому что она выпирает на несколько сантиметров. И также задняя часть, где крепится заднее колесо. А в остальном конструкция внушает больше доверия, нежели чем на электросамокатах Xiaomi. Что касаемо дискового тормоза, сам диск здесь намного меньше, но вы будете удивлены, самокат тормозит быстрее, чем конкурент от Xiaomi. Мне потребовалось всего 4,5 метра, чтобы с 25 км в час затормозить до нуля на новинке от Next Drive. А если использовать два тормоза, ножной и ручной одновременно, то мне и того понадобилось 3,5 метра. Что просто удивительно, это, наверное, одно из самых быстрых торможений, которые я делал. Самокат не норовит перекинуть вас через руль, этого всего не наблюдалось. Торможение было очень хорошим и плавным. Зато как в компании Next Drive реализовали систему торможения, за это им большой плюс. Мне очень понравилось тормозить на этом самокате. Причем рычаг тормоза, он очень плавный. По поводу передней подсветки, она точно такая же, как и у самокатов Xiaomi Media. Светит они одинаково, только у Next Drive пучок света более рассеянный, наверное, на сантиметров 30 с каждой стороны, но это никак не влияет на дальность, и разницы в передней фаре не было заметно, они обе светят в глаза. Странные производители, неужели так сложно сделать небольшой наклон, чтобы фара светила больше вниз? Нет же, надо, чтобы она все время в глаза светила. Давайте я подведу итог. Плюсы электросамоката от компании Next Drive. Первое, это, конечно, дизайн. Самокат выглядит более современно за счет сочетания двух цветов и за счет более тонкой деки, которая придает электросамокату некой элегантности. Следующий плюс, который мне бы хотелось отметить, это в новинке от компании Next Drive на дисплее отображается скорость. Еще одним плюсом является то, что крылья у нас тут больше поверхности, и они больше будут защищать от попадания грязи. Огромным плюсом также будет являться то, что заднее колесо здесь с фрикционным тормозом или механическим. Что теперь у вас есть выбор. Хотите тормозить ногой, тормозите ногой. Хотите тормозить рукой, тормозите рукой. Ну а можете тормозить и тем, и другим одновременно. По поводу минусов, у новинки отсутствует приложение. Оно не всегда необходимо, но было бы хорошо, если бы оно было. Также тут нет круиз-контроля. Какая здесь сила рекуперации? Если мы сравниваем с электросамокатом Xiaomi Media, у электросамоката Xiaomi Media, напомню вам, есть три режима рекуперации. Это слабый, обычный и сильный. Здесь она выполнена между слабым и обычным режимом. Если бы мне предоставили два электросамоката на выбор, это Xiaomi Media первой версии или новинку от Next Drive N4S, то я бы, скорее всего, выбрал новинку от Next Drive N4S. И я вам объясню почему. Первое, я проживаю в городе с очень ровными дорогами, и здесь дорожный просвет не имеет никакого значения. Даже если бы у новинки от Next Drive был бы дорожный просвет всего 3 сантиметра, я думаю, здесь бы я
очень редко бы цеплялся днищем электросамоката. У Next Drive мне понравилась больше тормозная система. Самокат тормозит более уверенно, и плюс еще есть фрикционный или ножной тормоз, которым я очень люблю пользоваться на других моделях электросамокатов. По поводу дизайна, если мы сравниваем два электросамоката, то мое субъективное мнение, дизайн у новинки от Next Drive N4S намного привлекательнее, нежели чем у электросамоката от компании Xiaomi. Ну и плюс мне нравится задняя подсветка, она здесь реализована двумя габаритами, смотрится это чуть получше и повеселее. Ну, а я также бы хотел вам напомнить, что у меня есть второй канал, который называется «Два города». Там я рассказываю про путешествия и про жизнь в Азии. Ссылочку на канал я оставлю в описании. Кому интересно, переходите. Выражаю огромную благодарность компании e-самокат за предоставление этого чуда. Спасибо большое ребятам. Ссылочку на сам самокат и на их сайт я также оставлю в описании. Ну, а с вами был канал Электробокс. Меня зовут Сергей Тимофеев. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока!